Привет-привет! Сегодня мы с Нуланом идем играть в гольф. У нас сейчас октябрьские школьные каникулы, и надо как-то развлекаться. Сегодня на улице ветрено, и поэтому решили гольф играть внутри. Только вошли и сразу попадаем в очень необыкновенное место. Здесь находятся два поля для гольфа. Нулан решил, что он будет играть две игры. Это значит, мы покупаем билеты на оба поля. И за это мы заплатили 9,50. Как видите, это место уже декорировано к Рождеству, хотя еще только середина октября. Итак, заходим на первое поле, которое называется «Зачарованный лес». Не знаю почему, но это поле мне нравится больше, чем второе. Это просто уникальное и интересное место. Оно просто потрясающе своими гигантскими милыми гусеницами, большими поганками и лунками, которые порой надо еще и поискать. В этом месте в гольф играют не только дети, но и взрослые. А между прочим, в Англии более 1900 официальных гольф-клубов, насчитывающих 740 тысяч членов. А английский союз гольфа был создан в 1924 году на базе национального гольф-центра в Woodhall Spa, Lincolnshire. Он функционировал как некоммерческая организация и финансировалась в основном за счет членских взносов, а Английская ассоциация женского гольфа была основана в 1952 году. И две эти организации решили объединиться в 2011 году, чтобы лучше продвинуть игру в Англии. Гольф возник из игры, в которую играют на восточном побережье Шотландии, недалеко от Эдинбурга. Раньше игроки пытались перебросить гальку через песчаные дюны и по дорожкам с помощью изогнутой палки. Этот вид спорта был довольно популярный, однако энтузиазм страны к гольфу привел к тому, что многие пренебрегали своей военной подготовкой настолько, что шотландский парламент короля Джеймса II запретил этот вид спорта в 1457 году. Хотя люди в основном игнорировали запрет, только в 1502 году игра получила королевскую печать одобрения, когда король Шотландии Джеймс IV стал первым в мире монархом игры в гольф. Популярность игры быстро распространилась по Европе в XVI веке благодаря королевской поддержке. Король Чарльз I привез игру в Англию, а королева Шотландии Мэри познакомилась с игрой в Францию, когда там училась. Одно из лучших полей для гольфа тогда было в Ли, недалеко от Эдинбурга, где в 1682 году состоялся первый международный матч по гольфу, когда герцог Йоркский и Джордж Паттерсон, представлявшие Шотландию, обыграли двух английских дворян. Игра в гольф официально стала видом спорта, когда джентльмены-гольфисты из Лидс сформировали первый клуб в 1744 году и организовали ежегодные соревнования с призами из серебра. Правила для этой новой игры были составлены Данканом Форбс. Правила, которые даже сейчас кажутся многим знакомыми. Первое упоминание о гольфе в его теперь признанном историческом родном городе Сент-Эндрюс относится к 1552 году. Однако только в 1754 году было сформировано общество игроков в гольф Сент-Эндрюс для участия в ежегодных соревнованиях. Первое в истории поле с 18 лунками было построено в Сент-Эндрюс в 1764 году, что стало признанным стандартом игры. В 1834 году король Вильям IV присвоил клубу титул «Королевский и древний». Благодаря этому признанию и прекрасному полю гольф-клуб Сент-Эндрюс был признан лучшим гольф-клубом мира. В то время игроки в гольф использовали деревянные клюшки ручной работы, обычно сделанные из бука, с стержнями из ясеня или ореха, а мячи делались из сжатых перьев, завернутых в сшитую конскую шкуру. Итак, мы закончили игру на первом поле и через ресторан идем к второму полю. В этом месте можно покушать, выпить любые напитки, а также отмечать дни рождения. Здесь могут расположиться 150 человек. А второе поле называется «Подводное королевство». Так что одеваем маску, ласты и поплыли смотреть, что тут есть.
и еще немного заплывем в историю. В XIX веке, когда мощь Британской империи расширилась по миру, за ней последовал и гольф. Первым гольф-клубом за пределами Шотландии был Royal Blackheath, недалеко от Лондона, в 1766 году. Первым гольф-клубом за пределами Великобритании был Бангалор, Индия, в 1820 году. За ним быстро последовали другие – Королевский Кураг, Ирландия, в 1856 году, Аделаида, 1870, Королевский Монреаль, 1873, Кейптаун, 1885, Сент-Эндрюс, Нью-Йорк, 1888 и Королевский Хонг-Конг, 1889. Промышленная революция викторианской эпохи принесла с собой много изменений. Рождение железных дорог позволило обычным людям впервые исследовать территории за пределами своих городов. И как следствие клубы для гольфа начали появляться по всей сельской местности. Для производства клюшек и мячей были применены методы массового производства, что сделало игру более доступной для обычного человека. Популярность игры взорвалась. Ассоциация гольфа США была основана в 1894 году для регулирования игры в этой стране. К 1900 году по всей территории США было сформировано более 1000 гольф-клубов. При наличии серьезного финансирования через коммерческое спонсорство США быстро зарекомендовали себя как центр профессиональной игры. И до сих пор некоторые из самых известных полей для гольфа в мире по-прежнему находятся в Шотландии. В то время как современный гольф родился в Шотландии, древнейшие формы игры остаются неясными и являются предметом споров. Некоторые историки связывают гольф с игрой, существовавшей в Римской империи, которая называлась поганикой. Другая точка зрения состоит в том, что предком гольфа могла являться китайская игра чуйван. Пусть ученые спорят, но тем не менее современный гольф происходит из Шотландии. А мы тем временем заканчиваем свою вторую игру и отправляемся дальше. А куда мы отправились после гольфа, это вы увидите в следующий раз. А на этом сегодня все. Спасибо, что провели это время с нами. Увидимся скоро. Хорошего дня. Пока-пока.